Здравствуйте, мои дорогие! Тема этого выпуска будет ганашный торт. По результатам голосования этот торт получил название «Султан». Это мой третий ганашный торт, и этот торт экспериментальный. Я немного поэкспериментировала с самим ганашем и что из него можно сделать. Рецепт этого торта я выложила в описании. Ну что ж, давайте посмотрим, как делался торт «Султан». Для торта я испекла желтковый корж, белковый корж, но это не меренга, и 2 маковых коржа. Для прослойки сделала апельсиновый конфи, только мякоть и сок, крем заварной масляный и тертый горький шоколад. Пропитала только маковые коржи. Пропитку сделала из апельсинового сока и воды 50/50 и немного сахара. Сборку делала в таком порядке: маковый корж, конфи, шоколад и крем. Потом положила желтковый корж и прослойка в той же очередности. Следующий корж был белковый. И сверху маковый корж. После сборки убрала торт в холодильник, чтобы он отстоялся и пропитался. А за это время сделала ганаш. Ганаш такой же, как и у всех, обычный рецепт. В основном все кондитеры говорят, что ганаш делают на качественном шоколаде и качественном масле. Мне кажется, что некоторые лукавят. Так как я с ганашем работаю совсем недавно, хотела понять, из чего еще можно сделать ганаш. Но я человек откровенный, и я скажу как есть. Этот ганаш я сделала из натурального шоколада темного, а вместо масла добавляла спред. Честно говоря, не вижу никакой разницы ни по вкусу, ни по структуре. Если кому-то будет интересно посмотреть, как я делала этот ганаш, на канале есть уже видео. Торт постоял больше часа в холодильнике, и сейчас я его немного подровняю. Здесь есть один нюанс. Желтковый и маковый корж я пекла в форме 20 сантиметров диаметром, а белковый пекла в форме 21 сантиметр, потому что при выпекании белковый корж немного уменьшается. Я выравнивала в 2 этапа. После первого выравнивания не ставила в холодильник, чтобы было легче работать, так как ганаш очень быстро застывает. Так он выглядит после первого выравнивания. Второй слой буду наносить не полностью, а только на верхнюю часть боков торта и сам верх. После финишного выравнивания я его ставлю в холодильник. А сейчас как раз я и расскажу о новом способе, который я для себя открыла. Я работала с мастичными тортами, и у меня есть много силиконовых молдов. Я подумала, что если силиконовые молды использовать в работе с ганашем. Немного поэкспериментировав, я поняла, как можно нанести с помощью силикона узоры из ганаша на торт. Как оказалось, ничего сложного. Берем силиконовый молд. Конечно, здесь не каждый подойдет. Нанесла ганаш на молд, выровняла его. Где-то толщина ганаша должна быть где-то полсантиметра. Главное хорошо выровнять. И прикладываем молд к торту. Торт должен быть с холодильника холодным. Аккуратненько немного прижимаем, не очень сильно. Лишнее все убираем шпателем.
ставим все это вместе в холодильник. Минимум на полчаса, смотря какая температура в холодильнике. У меня 3 градуса. После охлаждения аккуратненько снимаем молд. И вот, пожалуйста, у нас прекрасный декор на торте из ганаша. Рисунок остается четкий, так же как и на мастике. Каждый раз, когда мы прикладываем молд с ганашем к торту, обязательно ставим в холодильник, чтобы ганаш застыл и молд легко снялся, и чтобы узоры были четкими. Вот здесь на видео видно, когда я снимаю второй раз молд с узора, немного отличается оттенком. Это явление временное, потом ганаш станет совершенно одинаковым по цвету. После нанесения узоров я покрасила это все золотом. Краску надо наносить на холодный торт. После окрашивания обязательно тоже поставить в холодильник, хотя бы на полчаса. Краску использовала Food Metallic пигмент, разводила на водке. Водка быстро испаряется и остается такой золотой прекрасный цвет. После нанесения декора у меня еще оставалось много ганаша, и мне захотелось сделать шары. Может, кто-то не поверит, но эти полусферы я тоже делала первый раз, и это тоже был для меня эксперимент. Наполнила полусферы ганашем, стенки делала потолще, так как не знала, как поведет себя ганаш. А кроме этого я сразу хотела сделать шары не пустыми, а еще чтобы там было что-то внутри, крем или что-нибудь другое. Все полусферы поставила в морозилку, а через час они уже заморозились. Я их благополучно вытащила из формы. Как видите, ничего не ломается, все прекрасно держится, так же как и шоколад. Чтобы шары не были тяжелыми и чтобы хорошо держались, наполнила полусферы взбитыми сливками и обратно положила все в морозилку. Через час стала склеивать полусферы в шары. Так как я делала это все первый раз, у меня получились не круглые шары, а немножко такие продолговатые шары. Надо было просто дольше подержать на сковородке и подплавить края. А я боялась, чтобы сливки не повыпадали оттуда, поэтому делала все это быстро. После склеивания поставила в холодильник где-то на полчаса. Из 12 полусфер у меня одна забраковалась. И после этого замазала все швы на шарах тем же ганашем. И после чего покрыла шары золотой краской. Наносится очень легко, уже не разводила с водкой, просто сухой краской. Окрашенные готовые шары поставила в холодильник. Тем временем я окрасила полностью декор золотом и решила еще немного подзолотить поднос. Прикрепила 5 шаров на шоколад. На ганаш побоялась, не знала, как он себя поведет. Обратно поставила все это в холодильник. И у меня оставалась еще одна задача. Чем замаскировать стыки на торте? Взяла другой подходящий молд и залила некоторые узоры шоколадом и поставила это все в морозилку.
Большой декор вытащился очень легко, но тонкая веточка при вытаскивании постоянно ломалась. Я ее переделывала много раз. В итоге с горем пополам мне как-то удалось это все вытащить. И из шоколада у меня получился вот такой декор. Декор из шоколада я тоже клеила на шоколад. Так мне удалось замаскировать все 3 стыка, которые были на торте. Немного подкрасила золотом, и тортик был готов. Высота торта была 11,5 сантиметров без шаров, диаметр 21 сантиметр. Ганаша у меня ушло 620 грамм на весь торт и на декор. Вес торта получился 3 килограмма и 35 граммов. Сам декор из ганаша прекрасно держался, ничего не сломалось, ничего не отлипло, прекрасно перенес транспортировку. В принципе, все хорошо очень держалось. Надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. Желаю хороших идей, хороших тортов. На этом пока прощаюсь. До новых встреч!